В глубине души у меня осталась частица фанатизма по отношению к компании Nintendo. В течение большей части своей жизни я пользовался их игровыми консолями, начиная с 3DS. Пусть у меня есть определенные нарекания к самой компании, но я не могу не признать две крутые вещи в них. Это их игры и их сплоченное сообщество. Пусть не все люди оттуда мне нравятся, есть откровенно те, которые вызывают мерзость, но зачастую я удивляюсь и поражаюсь. Я редко видел где-либо такое огромное количество людей, создающие фанатские анимации, моды, мемы и прочую социальную активность, завязанные вокруг Nintendo. Хотя последние усердно борются с таким контентом, если кто-то, конечно, пытается на этом заработать. Как им удалось после всех попыток Nintendo их заблокировать, закрыть и оставаться дальше преданными, остается для меня загадкой. Подобные сообщества я, наверное, видел только у сообщества Fallout и Dota 2. В России Nintendo всегда считали компанией, делающей игры откровенно для детей, но в своем кругу они имели определенную стойкость, ведь понимающие люди знали, что кроме Марио и Зельды, у них есть и нормальные игры по типу Bayonetta и Xenoblade. Да и будем честны, в Марио тоже есть определенный шарм геймплея. Наблюдая за сообществом Nintendo в России, кроме кринжа, я заметил особую сплоченность и активное общение среди ее фанатов, что и меня и привлекло. Пусть и официального представительства Nintendo в России уже нету с 23 года, сообщество и дальше активно продолжает развиваться. И все же интереса ради я пересматривал архивные видео с мероприятий, сходок, рекламы и статей, что побудило меня задуматься о создании небольшого видеоэссе о том, как Nintendo существовала на российском рынке, какие трудности она преодолевала и кто поставлял ее продукты в 90-х и в 2000-х годах. Идея для этого видео у меня лежала очень и очень давно, но руки только сейчас дошли, чтобы ее реализовать. Поэтому я предлагаю приступить к нашей истории, которая началась отнюдь не с продажи консолей. Все началось в 1980-х годах, в период существования Советского Союза и его железного занавеса. Зарубежные компании, как Nintendo, быстро не стремились выпускать продукцию на советский рынок из-за понятных нами причин. Их приоритетными рынками была Япония, США и Европа. Однако портативная приставка Game & Watch от Nintendo привлекла внимание Министерства электронной промышленности, и в 1984 году были представлены карманные часы с игрой под маркой Электроника. Они работали как игровое устройство и как обычные часы. Самой популярной и широко распространенной игрой была «Волк ловит яйца», в оригинале представленной как Микки Маус, собирающий яйца. Да, вы все правильно поняли. Почти все игры с Game & Watch были адаптированы под советскую атрибутику и переименованы. Модель с игрой Тайны океана на самом деле была копией Game & Watch Octopus, ну или игра Веселый повар, в оригинале был Чеф. Дошло даже до реплики вот такого навороченного Game & Watch с Доnkey Конгом младший. И если на Западе было это, то у нас была электроника ИМ-12 Винни-Пух. Принцип и геймплей был аналогичен, но вместо Donkey Конга младшего был Винни-Пух. Nintendo, естественно, на это никак не отреагировала, да и вряд ли бы смогла из-за бюрократических сложностей, связанных с Советским Союзом. Первая заинтересованность Nintendo произошла в том же 1984 году, но не чтобы продавать свои приставки или судиться с электроникой. Советский программист Алексей Пажетнов в перерыве от работы в вычислительном центре имени Дородницына при Академии наук СССР спроектировал и разработал игру Tetris, и та обрела высокую популярность в нашей необъятной стране и за пределами ее. За лицензию выпуска Тетриса на Западе боролась компания Tengen, она же Atari, а также Bulletproof Software вместе с Nintendo. Последние все же получили лицензию на выпуск Тетриса. В СССР сначала летал основатель Bulletproof Software Хэнк Роджерс, а затем уже тогдашний глава Nintendo of America Минору Аракава. В конце концов, Tetris вышел на Nintendo Game Boy и Nintendo Entertainment System, тем самым популяризировав Tetris и параллельно собирая сумасшедшие продажи. Сам Алексей Пажетов ничего с этого не получил. Все деньги уходили руководству. После развала Союза он уехал в США и с Хэнком Роджерсом основали компанию The Tetris Company.
Вообще, события, связанные с правами на Тетрис, достаточно запутаны из-за раннего договора СССР с Atari. Настолько, что аж сняли фильм по Тетрису, рассказывающий об этих событиях. Доступен он по подписке Apple TV и, пожалуй, это чуть ли не единственный интересный проект от Apple TV. Никакие приставки от Nintendo в СССР не были, и никто их в глаза не видел. Советские дети играли на советских компьютерах, на ранее упомянутой электронике, на ZX Spectrum, на аркадных автоматах и, что иронично, на Sega Master System. Да, каким-то образом в конце 80-х у нас продавали Sega Master System. Ситуация меняется в начале 90-х. Железный занавес с каждым месяцем падает все больше и больше, а по Первому каналу идет передача «Марафон 15» за авторством Сергея Супонева. Был момент с показом квартиры типичной японской семьи, в которой был Nintendo. 26 декабря 1991 года Советский Союз окончательно расформирован. Верховный Совет принял закон о переименовании республики в Российскую Федерацию, с флагштока Московского Кремля был спущен государственный флаг СССР и подняли флаг Российской Федерации. С распадом Союза и исчезновением железного занавеса над страной стал сверкать магнитный свет Запада. Вместе с первыми лучами утреннего солнца пришли и западные бренды, артисты и, конечно же, зарубежная поп-культура. Среди многих зарубежных компаний Nintendo пока не торопилась покорять российский рынок. И задолго до ее официального косвенного появления рынком видеоигр правили абсолютно другие люди. В 1992 году российская IT-компания Stipler, ранее занимавшаяся дистрибуцией продукции HP, а также локализацией Windows, открывает свой филиал на острове Тайвань, где сразу же решила договориться с местными фабриками по производству клонов Nintendo Famicom. Было решено закупить у тайваньских компаний приставки и продавать их в России. Но прежде чем запустить бренд, компания Stipler провела тщательную разработку концепта и дизайна. На создание бренда Stipler было потрачено более $1 миллиона и 3 месяца работы. Stipler стремились создать прочный бренд с уникальным подходом к потребителю. И в конце 1992 года в магазинах появился Dendy. Приставка, которая принесла самую большую популярность и заработок Stipler. Именно под маркой Dendy и его маскота серого слоненка скрывался обычный клон Famicom, созданный на Тайване. Хотя вы все и так уже об этом наверняка знаете. Эти слова прекрасно знакомы каждому уважающему себя подростку. Почему? Потому что на фасаде этого дома красуются 5 заветных букв. Слоненок Денди с грохотом путешествует по стране, и всюду, где падает его тяжелая лапа, как грибы вырастают новые магазины, битком набитые приставками, картриджами, покупателями и, что самое главное, зеваками, вашими сверстниками. Идею о продаже 8-битной приставки изначально предложил Виктор Савюк. На тот момент он был одним из руководителей Stipler. Тогда не все сотрудники оценили такую идею и считали это за гранью безумного. Но идея, как вы уже поняли, оправдала все ожидания. За идею, продвижение и более того, маскот серого слоненка принадлежала именно ему. В природе существуют две основные версии Dendy — Classic и Junior. Дизайн Classic был копией Micro Genius IQ501, грубо говоря, другого тайваньского фамиклона. Junior же повторял дизайн Famicom. В комплекте клали желтый картридж с многоигровкой, и, разумеется, он был нелегальным, и все игры, продававшиеся для Dendy, были подделкой. Но именно так дети и познакомились с 8-битной классикой, в том числе и с играми Nintendo. Как ни странно, для людей, которые выросли в 90-х, одна из главных ассоциаций с их детством была именно Dendy и их желтые картриджи. Культ Dendy настолько велик у нас, что до сих пор мы в контексте NES или Famicom называем их просто Dendy. По регионам страны открывались фирменные магазины Dendy, тем самым увеличивая оборот продажи. Почему Nintendo не подала на них в суд? С юридической стороны Dendy был полностью законным бизнесом. И поскольку Nintendo не имела представительства, регистрации или защищенных торговых марок в России, просто так в суд подать не могли. Да и начинка Dendy не нарушала никакие патенты. Основным средством
Средством информации о видеоиграх на тот момент были фирменные журналы Dendy, а также проспонсированная Стиплером телепередача Dendy Новая реальность. Ведущим и сценаристом программы был ранее упомянутый Сергей Супонев, автор передачи «Марафон 15». Его деятельность, в принципе, была направлена на аудиторию детей и подростков, поэтому он относительно справился с этой задачей, пусть иногда он нес что-то невероятное. Купите эту игру, поиграйте в нее, приходите в военкомат, скажите: я хочу быть танкистом. Вам скажут: с какой стати? Вы скажете: я играл в Super Battle Tank 2. И все. Вас возьмут в танки. А Йоши подхватил базуку и отправился на сафари в саванну. Острый глаз динозавра ловит на горизонте экзотическую дичь и бабах, бабах, бабах. Передача выходила с 94 по 96 год, сначала на канале «Дважды два», а затем и на ОРТ. Весь 94 год Стиплер пыталась выйти на руководство Sega и Nintendo. В то время, когда Sega поголовно игнорировала Стиплер, на Nintendo все же удалось выйти через немецкое подразделение. Стиплер понимали, что невозможно вечно продавать клоны устаревшей консоли, и хотели заручиться поддержкой издателя напрямую. Некоторое время Nintendo тоже игнорировала Стиплер, как и Sega, но заинтересовались, когда узнала о популярности Dendy в России. И весной 94 года Стиплерам позвонили из Nintendo и пригласили Виктора Савюка на встречу в Сиэтл. На встрече представители Nintendo of America заявили, что они заинтересованы в сотрудничестве и не будут предъявлять претензии по поводу продажи Dendy. Иронично, что встречу назначил сам президент Nintendo of America Минору Аракава, ранее выкупивший с Хэнком Роджерсом у Алексея Пажетного права на выпуск Тетриса. По итогу Стиплер заключила контракт с Nintendo о поставке тогдашней консоли Super Nintendo и Game Boy на прилавки магазинов в России. В условиях контракта было прописано убрать рекламу и прекратить продажи Sega Mega Drive и не продавать никакие клоны SNES. Насчет Dendy Nintendo пошла на уступки и не стала запрещать продавать их. Консоли поступили в продажу в декабре 1994 года, причем на прилавки поступали консоли и игры, завезенные из Германии. Ты хочешь управлять миром? Твоим миром, в котором каждая секунда — это борьба и скорость. В твоих руках самое совершенное оружие. Уже сегодня в магазинах Dendy по всей стране совершенная игровая система. Супер Нинтендо. С этого момента началась жесткая пиар-компания Super Nintendo. Реклама на телевизоре, на обложках журнала Dendy и, конечно же, интеграция на шоу Dendy Новая реальность с Сергеем Супоневым. Водка плохо. Супер Нинтендо хорошо. По большому счету, многие дети и запомнили Super Nintendo благодаря ее появлению на шоу. Приставка продавалась суммарно в паре десятков тысяч. Точных цифр, сколько продали, нету. Но по сути продажи SNES были каплем в море Dendy и Sega. Как бы Стиплер не пытались продвигать Super Nintendo, все по итогу выбирали Dendy или Sega из-за стоимости и наличия пиратских картриджей. И тут мы переходим к цене SNES, ибо в 90-х она стоила 420 тысяч рублей. По тому курсу на сегодня это около 100 тысяч. Сколько? 100 тысяч. Да ты шо, охуел? На фоне тогдашней инфляции и кризиса в стране SNES далеко и очень далеко не каждый мог себе позволить. А картриджи стоили чуть ли не как одна Dendy, если не больше. Пиратских картриджей Super Nintendo в природе не бывали, поэтому игроки забивали на Super Nintendo и дальше играли на Dendy или Sega, потому что они банально были дешевле и на них производили пиратские картриджи. А это значит, что они могли стоить довольно дешево. Но внезапно продажи Game Boy были чуть-чуть, но более успешными, чем у старшего брата. Что такое геймбой, знаешь? Геймбой? Да. А это хорошо. Геймбой дешевле стоил, и пиратские картриджи на него продавались. И как бы это иронично не было, но успех консоли на тот момент решало то, продаются ли поддельные картриджи на него или нет, ведь они стоили дешево и доступно. Вследствие высоких цен на Nintendo она обрела репутацию чего-то роскошного и недоступного. Интересный факт. В моей родной Белгородской области на сайте Авито мне часто попадались объявления о продаже американских версий Super Nintendo. Изначально я думал, что это просто коллекционеры. Но однажды, продавая игру Astro Chain мужчине, который уже был прям в возрасте, мы с ним разговорились, и тот рассказал, что у него и его друзей были американские SNES, которые продавались в Белгороде тогда. Меня заинтриговал этот рассказ, и я до сих пор задаюсь вопросом, как американские SNES попали в Белгород. Было ли это единичным случаем, или мне просто повесили лапши на уши?
Если кто-то из Белгорода знает об этом, то я буду рад почитать об этом в комментариях. Лично я так и не смог найти никакой достоверной информации об этом в интернете, поэтому любая информация будет для меня интересной. Продажи у Стиплер со временем начали стремительно падать. В 1996 году по огромному стечению обстоятельств компания объявила себя банкротом. Магазины постепенно закрывались, производство Dendy свернули, ровно как и продажи Super Nintendo и Game Boy. А конец передачи Dendy случился в январе 96 года, выпустив последний выпуск. Игровые журналы Dendy переименовались в Великого Дракона и дальше продолжили свою работу. Уход Стиплер по совпадению случился в год выхода Nintendo 64. По этой причине консоль крайне редко попадалась на прилавках, и дай бог, чтобы вообще знали, что такая приставка существует, ведь ее ни на телевизорах, ни в журналах толком не упоминали. Стенды с Nintendo 64, а также Virtual Boy иногда ставили на выставках по типу Moscow Electronic Consumer, но это уже было ни к чему, и Nintendo еще несколько лет никак не будет реагировать на российский рынок и полностью его игнорировать. Не сказать, что люди прям расстроились, все-таки Nintendo была не у каждого, да и зачем она, люди играли тогда уже либо в Sega, либо в новенький Sony PlayStation. И о Nintendo никто не будет вспоминать вплоть до 2000 года. В начале нового тысячелетия Nintendo договаривается с компанией Новый Диск о сотрудничестве и дистрибуции на территории России. Новый Диск в свое время занималась издательством, локализацией и распространением видеоигр и прочего программного обеспечения в стране. В начале 2000-х у Nintendo выпускался Game Boy Color и Nintendo GameCube. Казалось бы, новый диск должен выполнить свою задачу и распространить соответствующие консоли. Только вот у них это получалось крайне плохо. Свидетели того времени отмечали, что распространение GameCube было крайне ограниченным, и найти его продажи было очень трудно. Кроме самой консоли, новый диск также осуществлял поставку и издание практически всех игр на Nintendo, но русскую локализацию они не получали, а пиратских игр на GameCube не было. На тот момент Nintendo не работала в стране официально. Никакие бюджеты на продвижение консоли они не выделяли. С новым диском договор был исключительно на поставки. Ни маркетингом, ни локализацией игр они заниматься не могли. Впрочем, GameCube сам по себе продавался скромно не только у нас, но и в США, Европе и так далее. Но у нас банально даже не рекламировали GameCube. Единственный источник, благодаря которому можно было узнать о нем, это журнал «Страна игр». И то страниц информации консоли игр на нем было крайне мало. Да и зачем этот ваш GameCube, если сейчас есть крутые компьютеры и PlayStation 2, которые были популярнее, особенно у нас. Тем более на GameCube на тот момент нельзя было пиратить. Нелицензированные маленькие диски, на секундочку, никто не торопился делать и продавать, поскольку консоль сама по себе не была супер популярной, как та же PlayStation 2. Иронично, но у нового диска охотнее получалось продавать Game Boy Advance. Это была чуть ли не единственная портативка на рынке, стоила недорого, и в ларьках водились пиратские недорогие картриджи. Масло в огонь добавили и завезенные из Азии IQ. Так, стоп, какой еще IQ? IQ Game Boy это по сути то же самое, что и Game Boy, но производимая китайской компанией IQ Limited. Эта модель была специально разработана для китайского рынка, где IQ действовала как дистрибьютор Nintendo. Импорт данных консолей в Россию осуществлялся в основном через онлайн-магазины, но и на прочих торговых точках на рынке. Поэтому даже сегодня на Авито можно найти как и Game Boy, так и IQ. В 2001 году компания Новый Диск запустила сайт с доменом nintendo.ru, который стал платформой для продвижения продукции Nintendo в России. На сайте можно было найти рекламу консолей и игр Nintendo, свежие новости о предстоящих релизах, а также информацию о том, где можно приобрести игровые приставки от компании. Со временем на сайте стали появляться статьи, посвященные не только новостям о компании и играх, но и другим интересным темам. Постепенно ресурс стал полноценным информационным порталом о мире Nintendo. Собственно, потом создали сайт буквально «Мир Nintendo», но мы слишком забежали вперед. В 2005 году поступает в продажу Nintendo DS.
Несмотря на то, что он уступал по продажам своему конкуренту PSP, по крайней мере в России, он все же находил своих покупателей. Удивительно, но даже та маленькая крупица владельцев GBA и DS умудрились объединиться, тем самым образовав микросообщество. Тут и проявляется фирменный прикол Nintendo, в котором люди на основе их консолей и игр находят себе общение. В сентябре 2006 года компания Новый Диск создала специальное подразделение под названием ND Видеоигры, которое занималось отдельно дистрибуцией и локализацией игр. В это же время в Россию прибыл Сатору Ивата, президент европейского подразделения Nintendo, для заключения контракта с Новым Диском о официальной дистрибуции и представительстве интересов Nintendo в России. В своем выступлении мистер Ивата поздравил ND Видеоигры с вступлением в семью Nintendo и отметил, что считает Россию рынком с гигантским потенциалом для Nintendo. С того момента Новому Диску начали выделять бюджеты на поставки консолей в сети магазинов электроники, на рекламу и на стенды на всевозможных игромирах. Активно договаривались с игровыми журналистами о статьях и обзорах Nintendo. А в декабре 2006 года в России поступила в продажу Nintendo Wii. Кстати, о России. 22 декабря здесь наконец-то стартовал марафон Next Gen. Компания ND Видеоигры совместно с Nintendo запустили на территории нашей страны игровую систему Nintendo Wii. Официальный старт прошел в торговом комплексе «Европейский» в магазине «Белый ветер». Появление Nintendo Wii на российском игровом рынке стало значимым моментом, который привел к увеличению популярности Nintendo в стране. Консоль стоила недорого, и сама идея размахивать палочкой перед телевизором вместе с родственниками и друзьями зашла более чем отлично. Именно с Wii у Нового Диска выходило хорошо продавать консоль, а Wii начали говорить во всех журналах по типу Игромании, Страна игр и Навигатор игрового мира. Даже тогда не облысевший Логвинов снимал свои видеомании про игры на Wii. Валера на экране загорается, что должен трясти Чака и молотом. Я такой начинаю трясти, но ничего не происходит на экране. Он до меня доходит. Надо взять и вот так вот друг за дружкой. И финальный такой на Б, контрольный битбаш. С выходом Wii Новый Диск начала локализировать как минимум документации консоли, а как максимум и игры. Самый известный из локализованных дисков, наверное, No More Heroes. Помимо русского бокс-арта, перевели еще и внутренний мануал игры. Саму игру, правда, не перевели, но да ладно. На тот момент это было хоть каким-то прогрессом. Сами игры Nintendo еще не переводили на русский язык, так сказать, все еще щупали российский рынок на доходы. Спойлер, доходы оказались вполне оправданным. Не сказать, что на Wii и DS вообще не было игр на русском. Они были, но в основном это были игры, снятые по мультфильмам от Disney, который выделял деньги на локализацию на русский. А еще Wii рекламировали в Дом 2. Ближе к 2011 году с выходом 3DS в мире уже существовали всевозможные соцсети по типу ВКонтакте, и параллельно с выходом новой портативки начали появляться и соответствующие сообщества, которые по сей день живут. На фоне хороших продаж Wii и DS в России к выходу Wii U и 3DS было решено расширить влияние компании в стране. Вот мы и перешли к той части времени, когда Nintendo уже официально появилась в России без каких-либо официальных дистрибьюторов. Полноценная Nintendo Россия была утверждена в 2011 году. И пусть за поставки и локализацию дальше отвечала Новый Диск, Nintendo Россия постепенно начала делать все сама. Сняли свой офис аж на Павелецкой площади в Москве, а на пост президента поставили Яшу Хададжи. И нет, он не из Индии. Сам Яша родом из Франции, а этнические корни у него тунисские. Яша изначально работал в финансовом департаменте французского банка. Затем он прошел собеседование, и его назначили главой российского подразделения Nintendo. Яша поначалу вообще ничего не знал про видеоигры, но со временем он вошел во вкус и понимал, что к чему в видеоигровой индустрии. Первый рабочий день Яша оказался в тот самый день, когда проходила выставка Игромир 2011 в октябре. Примечательно, что там были стенды с 3DS. Илья Мэдисон, скажи, пожалуйста, ты вот как Илья, настоящий Мэдисон, что ты думаешь о нынешнем Игромире? Игромир, конечно, хорошо.
Но лучше подписывайтесь на Надара Бэтмена. Надар Бэтмен вообще четкий и видео крутые. Появление Nintendo Россия способствовало локализовать уже интерфейс консоли, сами игры Nintendo и ее ближайших партнеров. Выходили русские трейлеры игр и консолей на официальном канале Nintendo Россия. Официальный сайт Nintendo тоже получил русский интерфейс и знатно обновился. В 2013 году заработал онлайн-магазин Мир Nintendo, решающий проблему поставки продукции в регионы. Цены на консоли и игры на тот момент более чем приемлемы. Игры на Wii U и 3DS стоили дешевле, чем у конкурентов по платформам. Да и Nintendo не брезговал устраивать дикие распродажи, отдавая игры по копейкам. Сегодня, смотря на старые цены в мире Nintendo, хочется плакать, особенно на 3DS. Цифровой магазин eShop для россиян включили в 2014 году. В среднем крупная игра стоила 2-2,5 тысячи рублей, что тогда было, нормально. Что же по локализации самих игр? Для начала Nintendo переводила исключительно Mario игры, так как они больше всех остальных серий популярны. Переводить Зельды, Xenoblade, Fire Emblem и прочие крупные игры они почему-то не стали. Скорее всего из-за низкой популярности этих игр. А по их масштабу локализация стоит явно больше, чем тот же Марио. Параллельно на СТС выходили рекламы игр на 3DS. Когда я впервые увидел тебя, я понял, мы связаны навечно. Ради тебя я странствовал по всему миру. Я преодолел все трудности. Я стал героем. Папа. Я спас твое королевство. Пап. Да, Зельда? Ты опять путаешь меня с принцессой? Возможно, вы обе волшебные. Но саму Зельду почему-то не перевели. Во внешнем мире Nintendo Россия не брезговала дальше засылать игры журналистам, приходить на выставки по типу Игромира, а также спонсировать сторонние мероприятия по типу Retro Game Show. Nintendo и сама устраивала свои мероприятия в Москве и Питере. Там люди друг с другом знакомились, приносили свои 3DS-ки, чтобы ловить Street Pass и играть в какой-нибудь Mario Kart по локалке. Со временем на мероприятиях организовывали региональные турниры, победители которых могли отправиться в Европу уже на официальные европейские турниры по Смэшу или по карточной игре по покемонам. Да, кстати, Nintendo еще отвечала за поставки карточек по покемонам, об этом чуть-чуть позже. Помните функцию Street Pass'а на 3DS? Когда на улице вы могли пройти мимо владельца 3DS и ваши консоли синхронизируются и обмениваются информацией, включая аватарами Ми. Если в Северной Америке, Европе и Японии это было хоть как-то распространено, и во время прогулки можно было поймать Street Pass, то в России не было настолько много фанатов и владельцев 3DS. Для исправления этой ситуации в Москве, Питере и дальнейшем провинциальных городах Nintendo наняла гвардианов, цель которых было организовывать мероприятия для владельцев 3DS, чтобы ловить Street Pass, общаться и играть вместе. Насколько мне известно, Nintendo такого нигде не устраивали, кроме как в нашей стране. Сходки обычно устраивали в кафе или ресторанах, а за счет Nintendo оплачивали еду и даже могли разыгрывать подарки среди гостей. Группы ВКонтакте Гвардианов до сих пор не снесены, и любой может рассмотреть фотки со сходок. Согласитесь, что когда идет все слишком хорошо, это неинтересно, да? Поэтому давайте перейдем к плохому. Несмотря на небольшие успехи Nintendo, большинство геймеров СНГ, играющие на плойке или ПК, дружно наклеили на Nintendo как что-то для детей. Хоть не для мажоров. Культурно, не сложилось, чтобы поколения вырастали на играх Марио, Зельд и Кирби. Все играли в колду, GTA и Контру. С этим надо было работать, но в дальнейшем Nintendo почти никак не пыталась это исправить и дальше сидела в своем вакууме. Первый серьезный звоночек пришел от Pokemon Company в 2014 году. Фанбаза покемонов в России на тот момент была приличной. Люди играли в карточную игру по покемонам и активно поднимался вопрос о локализации покемон игр. Между Nintendo Россией и Pokemon Company был какой-то мутный договор, что если продажа Pokemon карточек и игр будет достигнута столько, сколько нужно Pokemon Company, то так и быть, они будут локализовывать игры. И продажа Pokemon мерча действительно достигла нужных цифр. Я извиняюсь, конечно, что конкретных цифр не говорю, просто информацию о том, сколько надо было достичь продажи фанбазы, я так и не нашел. Pokemon Company вместо российского рынка решила пойти на китайский.
азиатский, так как продаж в Азии было больше. На одном из мероприятий того времени, где присутствовал Яша, очевидцы говорили, что вся вина была возложена не на Pokemon Company, а именно на него. Ему были сказаны далеко неприятные слова, и с тех пор он редко начал появляться на публике. Фанаты даже петицию создавали, чтобы добавили русский язык, но это никак не помогло. Со временем, в 2015 году на должность пиар-менеджера Nintendo ставят Константина Говоруна, который ранее работал главным редактором журнала «Страна игр» и IGN Россия. Да, IGN Россия. Она реально существовала. Константин работал с 15 по 17 год в качестве пиарщика. Он успешно сотрудничал с блогерами и активно продвигал игры от Nintendo. Благодаря его усилиям было достигнуто более успешное распространение продукции компании. Хотя были и обратные случаи. Я тебя запомнил, Говорун. Ну, то есть я написал в Nintendo тогда, он тогда был представителем Nintendo, ну, типа пиарщиком. Я такой, йоу, я вот делаю видос про игры. Давайте вы мне Wii U зашлете, я типа, сделаю обзор на вас. У меня тогда 1100 подписчиков было. Он такой, если ты так любишь Wii U, то пойди и купи ее сам. Вот мне часто говорят, что типа Nintendo мне денег заносит все время за это. Ну как бы. Вот так вот Nintendo работает с блогерами. Поговаривают, что за более распространенную локализацию трейлеров и игр ответственен именно он. Больше всего он себя проявил во время выхода Nintendo Switch. Чуть ли не каждому блогеру сослали эту консоль, вплоть до совсем-совсем маленьких каналов. И это не иронично работало. Когда вы в последний раз играли на консоли Nintendo? Скорее всего, еще в 90-х, как и большинство россиян. Но с новой гибридной системой Switch японская компания планирует снова завоевать нашу страну. Продажи начались 3 марта, и больше всего, как водится, повезло москвичам, для которых Nintendo подготовила целый зал с тематическими развлечениями. Уже состоялся официальный старт продаж Nintendo Switch в России. Здесь поклонники Nintendo могут приобрести консоль в любой расцветке, игры Zelda и One to Switch. Старт продаж Nintendo Switch по сути стал самым успешным за все время в рамках нашей страны. Да и не только в ней. Бабла на рекламу вообще не жалели, даже Ивангая позвали на презентацию Свитча на ВДНХ. После 2017-го Константин ушел из Nintendo, и до сих пор не ясно, по своей ли воле он это сделал или же нет. Если на новостных порталах о нем высказывались довольно положительно, то мнения пользователей разделились. Кто-то тоже высказывал, что вот без Константина Нинка бы не стрельнула, а кто-то говорил, что он ничегошеньки не сделал. Почему людям не нравится Говорун? Как минимум, не всем приелся его характер. Если даже полистать его твиттер-аккаунт, то найдется немало его твитов, которые подвергались критике. Кто-то даже считает, что он разорил журнал «Страна игр». Из весомых причин неприязни к нему, по моему взгляду, является то, что он однажды забанил крупнейшее сообщество по Нинке во ВКонтакте — 3DSH. Ну и под конец своей нинтендовской карьеры в 2017 году он успел заляпать в одном скандале, связанном с экстремистскими нетрадиционными людьми, скажем так. В том же году к выходу Super Mario Odyssey Nintendo Россия заготовила свою рекламу на ТВ. В рекламе показывали взросление мужчины и как он всю жизнь играл в Марио на консолях Nintendo, начиная со SNES до Switch'а. И на почве этого поднялся кипиш в Рунете. Начались неироничные дискуссии, начиная откуда у ребенка в 90-х с такой квартиры родителям хватило на SNES, и заканчивая тем, как на службу в армии можно было протащить GameCube. И это не говоря уже о том, откуда могла быть Nintendo 64. Действительно, кажется, будто после ухода Константина дальнейший маркетинг Nintendo шел крайне колхозно. Ну или Константин уже был ответственен за эту рекламу, я без понятия, ведь до сегодняшний день Nintendo стерла весь свой канал русскоязычный, и непонятно, когда эта реклама вообще выходила. Очередные проблемы с Pokemon Company случились в сентябре 2018 года, когда те официально прекратили продажу русифицированных карточек по покемонам по причине повышения курса доллара. Не сказать, что карты по себе стоимости какие-то супер дорогие по производству, что невозможно продать по оригинальным ценам. Тут скорее был вопрос в перекупах, и карточки надо было везде держать в одинаковых ценах. В этом, конечно же, обвинили не сколько экономическую ситуацию или Pokemon Company, а сколько Яшу. А в ноябре этого же года случается, наверное, самый громкий скандал, связанный с Яшей Хададжи и Nintendo России. На одном из официальных стримов Nintendo по Mario Kart Яша что-то ходит сзади и слышно, как он на кого-то кричит и ворчит, нецензурно выражаясь, а вскоре и вовсе кричит на самих ведущих.
Ролик я заведомо заблюрил, так как это видео старательно блокируется ресурсов. После этого случая всплыли детали, что некоторые сотрудники Nintendo жаловались на ужасную атмосферу компании, а еще в домогательствах и преследовании. Но последние два так и не подтвердились. И скорее всего это уже фейки. Данное событие дошло даже до западных ютуберов, и те даже запускали соответствующий хэштег Save Nintendo Russia. Доходило даже до стёба. Давай, сучка, работай быстрее! Да, босс. Ты будешь делать все, что я прикажу тебе, понял? Я вас понял, босс. На, лови! За порчу компьютера вычтем из твоей зарплаты! В итоге этой Санта-Барбары Nintendo Европа дала выговор Яше, и Nintendo уточнили, что Яша Хададжи признал, что его поведение, связанное с потерей самообладания, нарушает внутренние правила компании и извиняется. После этой ситуации над Яшей еще долгое время висела дурная репутация, но со временем он ее и очистит, но не сразу. К маю 2019 года на европейский чемпионат по Super Smash Bros. Должны были участвовать и русские игроки. Однако Nintendo Россия, ответственная за организацию своих игроков на турнире, не успела оформить им визы. В компенсации такого просчета каждому участнику подарили по свитчу. Зачем-то, ну а чё, лучше 2 свитча, чем 1. К лету 2019 года курс доллара заметно повысился, из-за чего консоли, аксессуары и некоторые игры в цифровом магазине стали стоить дороже, что не нравилось пользователям. Пузырь терпения лопнул летом того же года. Тогда Nintendo анонсировала Nintendo Switch Lite, который стоил $199, что в пересчете это должно быть 14 тысяч рублей. Но у нас выставили цену в 16,5 тысяч рублей, что было выше, чем в остальных регионах. И вдобавок к этому Nintendo Россия повысила стоимость и без того дорогих джойконов и про-контроллеров до 6,5 тысяч рублей. Тем летом пользователи спамили в официальный паблик Nintendo и в личку Яши Хададжи с недовольством и вопросами, почему так дорого. Даже снова пытались подписывать петиции. Но это так и ничего и не решило. Через время игровой портал GameMag взял интервью самого Яши с вопросом, что происходит и почему такие цены. Он и рассказал, что цены на консоли и аксессуары конвертируются с евро, и Nintendo Россия полностью зависит от немецкого подразделения. Чуть ли не перед каждым решением они должны согласовывать с ними. При этом Яша все равно шел на хитрые русские смекалки, например, забивал склады консолями и аксессуарами заранее по хорошему курсу, чтобы как можно дольше держать цену. По сути, единственное, что Nintendo Россия могла контролировать, так это цены на игры в физических носителях, то есть картриджи. Видите ли, те цены на игры Nintendo в цифровом eShop-то и стоят по 4-5 тысяч рублей, потому что опять же конвертация евро. Но на картриджах они могли ставить свои региональные цены, поэтому картриджи всегда стоили дешевле, чем цифра, около 3500 рублей за новую игру. И согласитесь, на тот момент это было очень даже неплохо. Именно за это к Яше и начало возвращаться уважение. В 2019 году Nintendo вообще активно проводила свои мероприятия Level Up Days, а на Игромире у них и вовсе был самый большой стенд. Игроки на выставке могли поиграть в еще не вышедшие игры, включая Hollow Knight Silksong и Luigi's Mansion 3. Кстати, в теории где-то все еще в России лежит стендовый Switch, и там залит Hollow Knight Silksong, но это так, мысли вслух. Были даже запланированы и более скромные мероприятия в провинциальных городах по типу Воронежа и Самары, но почему-то не в Великом Белгороде. Но с пиаром у Nintendo дальше было все плачевно. В том году Nintendo Россия во время одного из сеансов в кинотеатре решила провести акцию и подарить семьям с детьми консоль. Казалось бы, прикольно же детям подарить консоль, чтобы играли и были рады, если бы это не было так иронично. Через сутки после этой акции на Авито эти самые родители начали продавать свитчи со всем комплектом, что им подарили. Понять, что это те самые свитчи, можно по пакетам, которые им клали консоль. И ладно родители, это их дело, но, мягко говоря, людям такая акция вообще не понравилась. В 2019 году, кстати, были последние стритпасс сходки Nintendo Guardianов из-за прекращения поддержки 3DS, но люди и по сей день собираются уже сами.
И тут мы плавно переходим к тому, что прикрытием только средпас ходок не ограничивалось. В 2020-м случается карантин, и Nintendo на неопределенный срок прикрыла все свои оффлайн мероприятия, по факту продавая свою продукцию только в мире Nintendo и ближайших партнеров. Весь 2020 и большая часть 2021 года была довольно унылой, и ничего интересного не происходило. Nintendo будто была в каком-то застое, и единственный забавный случай случился осенью 2021 года, когда видеоблогерши Кати Клэп выслали коллекционку с SMT 5. Nintendo Россия в принципе очень любила раздавать продукцию блогерам и журналистам, даже очень маленьким по аудитории. В феврале 2022 года начался, сами знаете, какой сущий кошмар, из-за чего Nintendo Россия приостановила свой цифровой eShop, а сайт Мира Nintendo ушел sold out. На тот момент сайт и так был в ограниченном режиме в силу его переделки. И пока политическая и экономическая ситуация была неясна, игроки скупили все, что тогда было на сайте по старым ценам. В том числе и я. Nintendo Россия вплоть до 23 года сидела и не высовывалась в инфополе, тихо заменяя консоли по гарантии. На одном из финансовых отчетов Nintendo для инвесторов был вопрос о том, что там с российским рынком. Что представители Nintendo ответили, что русский рынок был маленьким и существенную потерю продаж не принесет. Но надежды на возвращение Nintendo, конечно, были, ведь компания не заявляла, что она уходит, а всего лишь была приостановлена. Но 31 мая 2023 года Nintendo официально сообщила о решении полностью свернуть свою деятельность с российского отделения. Русский eShop окончательно прикрыли и зачем-то удалили официальный русскоязычный канал на YouTube, из-за чего я еле-еле нашел футажи для этого видео. Вместо Nintendo поставкой игр начала заниматься новая компания, основанная Яшей Хадажи и его бывшими сотрудниками Nintendo России ООО «Ачивка». За время, пока Nintendo Россия бездействовала, в стране большие и не очень магазины с видеоиграми стали завозить игры из разных стран, будь то с Азии, с Европы, ну или с Арабских Эмиратов. Некоторые из этих игр поставлены нелегально, а в каких-то, о боже, нету русского языка или хотя бы английского. Дабы это нормализовать, а заодно отхватить себе кусок пирога, Яша и создал компанию Ачивка, которая никакого отношения с Nintendo Россией не имеет. По сути, мы вернулись в нулевые с полуофициальной дистрибуции. Не сказать, что это плохо, но и нехорошо, ведь цены на игры даже от Ачивки все равно стали больше. Тем не менее, планы Яши на российский рынок огромные, и в будущем он хочет, чтобы Ачивка была главным поставщиком игр, консолей и аксессуаров в России. Первые завезенные ими игры были Metroid Prime Remaster и Zelda Tears of the Kingdom. Вскоре Ачивка начала поставлять не только игры для Nintendo, но и для PlayStation и Xbox. Яша даже организовал русскую ассоциацию дистрибьюторов и импортеров видеоигр, сокращенно RADI, членами ассоциациями, которые являются D-House, DNS, Buka, Game Park и так далее. Ачивка даже рассылает игры и аксессуары некоторым блогерам, прямо как во времена Nintendo России. Сейчас Ачивка медленно, но верно существует, и пока не ясно, что из этого получится. Во многом из-за стараний Яши продолжать продавать видеоигры в России и вернула к нему уважение. И его сейчас много кто считает за красавчика, что справедливо. На данный момент все крупные и не очень игры, продающиеся в крупных магазинах, в большинстве своем поставляются Ачивкой. Вопрос о дальнейшей локализации игр довольно непростой. Nintendo теперь будет исходить из численности русскоязычной аудитории во всем мире. По идее, это все равно никак не должно повлиять, и русский язык в играх будет и дальше. Знаете, когда я собирал материал для этого видео, я каждый раз был в шоке, когда находил что-то новое и достаточно дикое. Например, что тот же Wii рекламировали в Дом 2 или фотографии со сходок стритпасса. Деятельность Nintendo в России была каплей в океане монополии PlayStation и Xbox на нашем рынке. Тем не менее, было приятно видеть, что они старались и пытались занять свою нишу и привлечь внимание к себе. И ведь смогли. В основном благодаря успеху Nintendo Switch в России. Эта консоль до сих пор вызывает интерес у покупателей и активно приобретается. Если бы ситуация в мире была более благоприятной, то, возможно, Nintendo смогла бы догнать по продажам своих конкурентов. Огромное спасибо, что вы досмотрели видео до этого момента. Если оно вам понравилось, то можете поставить лайк, подписаться на канал,
а также репостить видео своим друзьям, родителям и собаке, дабы распространить его. Скорее всего, из всей этой истории я мог что-то упустить, что-то не договорить, перефразировать, и если это действительно так, то прошу в комментарии меня поправить. Я почитаю, мне это будет действительно интересно, и в дальнейшем я постараюсь это хоть как-то дополнить или исправить. Перед вами список бустеров, которые меня поддерживают, и огромное им спасибо. И хочу перед ними извиниться за то, что так долго не выпускал видео, но надеюсь, такое большое видео по меркам моего канала их обрадует, и они меня простят и не будут меня пить плетью, крича «работай». Вот, да. В общем-то, огромное спасибо за просмотр. Всем пока.